на нас написали жалобу. Написали жалобу наши не очень доброжелательные зрители. Я не знаю, зачем они это делают, в чем их выгода, какой кайф, плюс или что за уровень зависти должно быть у людей, чтобы они вот так поступали. Мы очень долго думали, что это может быть не жалоба от зрителей, но все-таки все ведет к тому, что это жалоба. Я, если честно, разочарован очень сильно. Танюша тоже. Почему? Потому что я не думал, что люди бывают такие плохие, такие вредные, такие завистливые. Даже вот такое слово не побоюсь употребить. И я не понимаю, реально, вот не могу понять, какой кайф вы получите от того, что нам станет хуже, так скажем. Хотя, по сути, нам не будет хуже. Я сразу просто скажу, чтобы для вас было понятно и ясно, ваши действия, обращаюсь к тем зрителям, которые недоброжелательные. Хейтеры, я не хочу их назвать, это слишком красивое слово для них. Мы просто недоброжелательные, плохие люди. Вы не сможете нам сделать плохо, потому что все, что мы делаем с умом, мы осознаем, мы понимаем, что мы делаем. И все наши действия подтверждены документацией. В общем и целом, вы нам плохо не сделаете. Вы просто для себя знаете, что очень плохие люди. Но, несмотря на это, мы вам желаем добра. Мы вам желаем от всего сердца, чтобы вы стали добрым человеком. Мы будем надеяться, что это действие плохое, ваше крайнее. И больше не будете так поступать. Потому что мы умные люди, мы сейчас этот вопросик решим и пойдем дальше. И по сути нам будет еще лучше. Осознайте, что любое действие, которое вы делаете в первую очередь хуже для себя. Сейчас зайду в организацию, кое-какие действия сделаю и расскажу, что случилось по порядку. В итоге, что случилось? Недоброжелатели, давайте назовем их таким образом, написали жалобу, чтобы нас проверили, получаем ли мы деньги от YouTube, от просмотров, от комментариев, как многие пишут. Чем вы занимаетесь, почему вы не работаете, чем Акоп занимается, кем он работает, как они живут и все такое. Этот вопрос, прям можно сказать, очень многих недоброжелателей тревожит. Если вы просто сейчас перейдете на предыдущее видео и почитайте в комментариях, что они пишут, вы поймете, о чем я говорю. Что произошло в итоге? Один или, может быть, несколько недоброжелателей написали в организацию, кто проверяет наше финансовое состояние, чтобы нас перепроверили и поняли, получаем ли мы какие-то деньги от YouTube. И я сейчас всем этим недоброжелателям официально заявляю, да, мы получаем деньги с YouTube. И я хочу, чтобы для вас было понятно, это наша работа. Работать блогером в наши дни, зарабатывать деньги тоже можно. И будьте спокойны, друзья, с документами у нас все нормально. Все организации, которые с нами сотрудничают, которые нам помогают интегрироваться в Германии, все им известно и им понятно. Сейчас я должен просто еще разочек пойти в организации, те, которыми мы сотрудничаем, которые помогают интегрироваться в Германии, показать, что да, мы имеем прибыль, у нас есть такая деятельность, мы самозанятые называемся, и все. Это, вы понимаете, в Германии чуть посложнее делается. Это не так, что я пошел там в устном форме, сказал, что вот мы занимаемся этим ютубом, у нас получается так, что мы самозаняты и мы зарабатываем деньги. Нет, это не так уж и просто делается. В Германии все должно быть оформлено бумагами. У нас и так оформлено бумагами. Я вот к тому веду, чтобы вы понимали, что это просто для меня дополнительные действия. И я хочу сказать, что поймите, пожалуйста, правильно, вы не хуже сделали нам. Вы, с другой стороны, сделали нам лучше, потому что эти действия надо было сделать и так, и так. А что-то в спортзал стал не так часто ходить, и сейчас у меня отдышка появилась. Сейчас, короче, зайду куда-то, возьму кофе, сяду и с вами спокойно поболтаю. Расскажу, по полочкам все расставлю, что у нас происходит, что за документация, зачем это нужно сделать. Какие нужно сделать, чтобы недоброжелатели были очень спокойны.
Ара, недоброжелатель, слышишь ты меня, брат? Я тебя прощаю. Я надеюсь, ты станешь доброжелателем. И тебе будет проще, легче, спокойнее. Знаешь, жизнь какая кайфовая, когда ты на позитиве, когда у тебя классные мысли, когда ты думаешь в хорошем контексте. Чтоб ты не думаешь, значит он зарабатывает деньги, показывает себя, свою семью, какой там плохой человек. А ты думаешь, как классно, человек занимается деятельностью, которая позволяет ему зарабатывать деньги. Классно, молодец. И вот так в любом контексте смотришь. Не смотришь, что сосед купил машину лучше, чем у меня, или у меня нету машины, а он купил машину. Посмотри, порадуйся за человека, что сосед купил машину, как классно, молодец. Я горжусь этим человеком. Просто вот такие простые вещи, на которые нужно смотреть позитивно. И все. Жизнь станет гораздо веселее. Ты просто будешь больше улыбаться. Так, в общем, пошел за семьей. Сейчас всей семейкой встретились с нашими друзьями. Чуть пообщаемся с ними. И в продолжении, конечно же, расскажем вам всю историю нашу, которая произошла. А так сейчас чуть-чуть разбавим картинку, покажем встречу с друзьями. Можно взять, может кричать. А может кто кричит? Саманта? Самантулик, а может и нет. Там новые люди, потому что она Дед спокойна. сосед пошел. Там что-то происходит. Она увидела, что там что-то. У нас еще так солнечно, вообще классно. Как ни странно. Так, наша Наночка хочет поддержать ребеночка. Можно не только держать. Можно даже взять с собой на пару часиков, там вы будете сейчас вещи собирать. Она нам поможет. Она вам поможет, она Очень. чемоданы любит. Доня, ты же такая скромная. Она Там серьезно. новые люди. Она должна Ты посмотреть, такая, ты... нормально ли тут девчонки, все ли тут в порядке. Могу ли я себе позволить? Класс, 3 ручку положила. Мне так нравится. Она такая, Кофе я взял. спокойняшка такая, просто когда первый раз человек берет. Януся, ну скажи, мне пахнет. Смотри, делает. Я твоё не могу же понюхать. пахнет. Самантик? Это мое любимое, я всем детям делаю на ушки, всем. Я Самантик? когда увидела, что Да. папа, да, так Делай, Йосик, делай папе, Йосик. Стесняется еще. сейчас она адаптируется. Ну ресницы длинные. Представляешь, когда она будет взрослая, будет красить? Это же вообще не до бровей. Она не будет краситься. Честно Ой, говоря, конечно. когда вот Ой, я это ее... тайванский папа. Реально, я когда ее такая взяла... Ветрено, не нравится. Ветрено, мне тоже не нравится. Всё Перейдем нормально. куда-то? А вы Оно куда? везде Вы в магазин? одинаковое. Или Нет, мы уже домой. На входе этой машины нет. Дай Можно, бог, конечно. на красивый вид. Спрашивают, какой-то. спрашивают, или можно Самантика на видео? Конечно, скажи. Самантика уже полмира снимает на видео. Конечно, можно. В общем, у нас перед домом очень ветрено. Мы решили сменить место дислокации, пройтись чуть-чуть вперед. Девчонки уже сегодня уезжают, поэтому мы хотим немножко их как бы провести. И вот они очень хотели побыть с малышкой. Немножко дадим им такую возможность. А Самантулик рада стараться. Ой! Она любит, чтобы столько внимания. Эта девочка такая, да. Ой, Ксюша, ей тебя прям каждый день не хватает. Вот я тебя гоню играть и все, что хочешь, скажи, да? Что это происходит? Почему со мной так Да, играют? да, были. Новые люди. Опять были вдвоем, и тут куча людей. Что там зубы? А сколько зубов? Вижу 2. 2 зубика только. Сегодня я проверяла, 2 Там, пока. где там ага, а я знаешь, как проверяла? Я ложечку засовываю и так стучу. А мы знаем, конечно, мы делаем цок-цок-цок ложечкой, а как же? Цок-цок-цок, скажи, конечно. Папочка, мы что, допьем кофе, потом будем Я рассказывать? допью кофе, я сказал уже, а ты не знаю. А что, Это ты моё жене не кофе. дашь глоточек кофе? Нет, не дашь. А там такие наши еще одни очередные добрые зрители пишут: вы живете в Германии, не можете себе позволить купить 2 сникерса, ругаетесь за сникерс.
Люди добрые, это все приколы, это шутки. Нет, не можем. Вы что, не понимаете? Я ей так и ответила, не Ну, можем. Что за глупые вопросы? Если бы могли, такие. сразу бы купили. А так не можем, делим, все делим, каждый Можешь, кусочек. помоги. Не можешь, молчи. Ой. А это мама и дочечка, если кто-то не понимает. Я слышу. Видела маму, начала улыбаться. Где мама, ты на месте? Потому что у нее уже такое, типа, хоть она еще сказать не может, но у нее уже вот это есть, типа, мама, смотри, мама, смотри. Она все, что не делает, да, на нее обязательно надо смотреть. Она уже прям хочет вот этого внимания. Мы же девочки. Да, я думала, что чуть не убил меня. Много говорю. 4 година, вибачте. Короче, я думала, что это детки там уже когда 2-3 годика, они постарше, и у них вот это мам, пап, смотри, смотри, смотри. А оказывается, нет, она уже вот у нас с такой малютки себе требует внимания. Пути. Все, здесь на солнышке будем гулять. Конечно, тут точно так же ветрено, но поближе вас. Да, что ж, мы на очках, скажи. Кстати, раз пошла тема за очки, еще одна там у нас супер-мега зрительница. Такая, типа а-ля умный комментатор всегда пишет: ой, Зай, ты же мне не можешь прическу поправить. Что, не понимаешь, что я должна у тебя быть супер красивая? Ты супер красивая и так, всегда. Особенно сейчас, когда в зубах что-то есть. Ара, А давай Ксюсе. Я так размазала. это Всё помада прошло. была, наверное. Давай, там куча вот этого всего. Все прошло. Ара, я так красилась, так старалась. Ты что? Я такой лох, вот это... Надо... Можешь молчать на секунду? Рот не закрывается. Короче, это наша мега умная комментаторша постоянно спрашивает про твои очки. Ты не можешь вообще без очков? Зачем я? тебе Нет, очки? не могу. Ты? Да. Я Типа- думал, вы хотите написать, что у меня хорошие очки. Нет, они не понимают. Это такие, типа, это из той серии людей, которые хотят что-то, типа, как-то уколоть, что-то там ляпнуть и не знают, что. Они же не понимают даже, что это за очки. Просто пишут, лишь бы писать. Это дорогие очки. Так что она тебе тут ответит. Она нас смотрит каждый выпуск. Хоть и возмущается, что все ей не так, все ей неинтересно, но смотрит. Хотелось бы найти место, чтобы посидеть с вами, поболтать, но особо удобного места мы не смогли найти. Поэтому будем ходить по более спокойным улицам. Просто где нет машин, чтобы нас было Слышно, потому что все ли там возле лицея, возле нас, там ремонт. Возле нас у дороги тоже ремонт. Везде ремонты. И это некомфортно. Ладно, суть не в ремонтах, суть о том, что мы хотим вам рассказать. Продолжаем историю нашу. История такова. На нас написали жалобу. Жалоба была в следующем, что мы получаем какие-то деньги, и плюс ко всему к этому мы получаем возможность существовать в Германии, дополнительные деньги, по-другому сказать, от Центр занятости, организация называется. Это получают, в принципе, все люди, которые приехали сюда, страна, Германия или город тот, куда они попали, посчитали нужным им обеспечить, и они получают эту, так скажем, пособие. Социальная помощь, Социальная помощь, пособие, Люди, как хотите, так и называйте. приехали сюда, эмигрировали в эту страну по каким-то параграфам, получают пособие, социальную помощь от страны. Германия принимает таких людей с открытыми дверями. И тем людям, которые уже здесь живут давно, в основном это тоже, в принципе, люди из СНГ, потому что они все русскоговорящие. Это даже не немцы, скорее всего, я так полагаю, потому что я с ними в комментариях переписываюсь, я больше их узнаю. Дотик, секунду, давай позаписываем. И когда мы узнали, что на нас пришли эти письма, сначала Можно я как-то... раз закончу, потом ты закончишь свою? Давай. Она Я просто думала, не уже дает. я Нет, думала, уже я я. тебе не давал, пока что закончить, а ты просто вошла. Ну, хорошо. К чему было сказано? Короче, это социальную помощь получают все люди, которые уже город или страна посчитала нужным, и все. И когда ты проходишь по этой программе, тебе спрашивают, там, дополнительные какие-то заработки у вас есть или нету. Мы, конечно же,
дополнительные заработки не имели. Но был наш YouTube канал, который имел потенциал, чтобы у нас в дальнейшем был дополнительный заработок. Конечно же, мы это все указали. Мы не какие-то мошенники, мы не какие-то люди, кто скрывает всю правду. Мы говорим все так, как есть. Заработки были не такие большие, и те, кто заполняли наши документы изначально, организация, центр занятости, они сказали, ну, неважно. Это не стоит указывать, потому что там очень маленький доход. Там. Ну, в общем и целом, сумма была меньше 100 евро. А если сумма меньше 100 евро, им это вообще не интересно, так скажем. То есть по закону нету нигде такого пунктика, что нужно указывать, что ты получаешь меньше 100 евро помощи. Не знаю, от родителей, от какой-то своей деятельности или от любой там, вероятно, возможной версии. Короче, это не считается доходом. Все, что меньше 100 евро, не считается доходом. Все, теперь следующий этап. Секунду. Давай. Мне просто хочется. Но эти наши диванные критики, они же знают больше, понимаете? Они же сидят, листают YouTube, TikTok, они же очень обознанные в этом. И они знают, что мы на этом зарабатываем, живем, миллионеры, короче. Их зависть, вот тут есть такая жабка, она их где-то вот тут передавила, задушила. И они не сдержались, написали жалобу. Да, моя любовь. Мы, конечно же, не со своей фантазией это все говорим, рассказываем. Есть, так скажем, доказательства, что дает нам понимать и осознавать, что на нас написали жалобу, что мы имеем дополнительный доход. Я сейчас тут прикрепляю разные сообщения, комментарии. Посмотрите, тоже поймите, что такие есть люди, которые пишут там нехорошее всякое. Прочитайте, в общем. Что произошло дальше? Конечно же, диванные критики чуть-чуть, как ни крути, правы, потому что деньги шли. И со временем денег становилось больше и больше. Но тут есть важный фактор. Но деньги, которые мы зарабатывали, у нас не было к ним доступа. То есть изначально, когда мы приехали в Германию, мы же этот канал не создали в Германии. Мы этот канал создали давно, до того, как мы приехали в Германию. И у меня была другая банковская... Хочет говорить. Просто хочет рассказывать все. У меня была банковская карта армянская, которая не была активна. Почему? Ну, вы сами понимаете, у каждого банка есть срок, у каждой банковской карты дебютовой есть срок годности. И мой срок годности истек. Нужно было обновить, чтобы у меня был доступ к этим деньгам, к этому счету. Но это невозможно сделать до тех пор, пока мы не окажемся в Армении. И вот что произошло. Мы, когда были в Армении, я получил доступ к этим деньгам, так называемым, и хотел приехать сюда, в Германию, заняться этим делом, чтобы все было так, как нужно, тютелька в тютельку, чтобы не было никаких вопросов, что к каким-то деньгам мы имеем доступ, но мы не имеем доступ. Ну и я сделал доступ к этой карте, все хорошо, все нормально. Мы переезжаем в Германию 26 числа, 19 числа. Самантик, что такое, доча? Зрители, скажите, что она хочет? Скажи, хейтерьё, я на вас злюсь. Ладно, мы шутим, мы ни на кого не злимся. Все? Что берешь? Эту берешь? Эту берешь? 19 числа у нас было сообщение, письмо от центра занятости, что мы получили так называемую жалобу, что вы имеете дополнительный доход. Пожалуйста, приедите и покажите, расскажите, что у вас происходит.
Я, конечно же, не волновался никаким образом по поводу этого сообщения. Я понимал, что все это нужно было сделать. Уже был готов, и мы начали действовать. В чем сейчас наши действия? Я рассказываю. Это все было рассказано вам. Вся предыстория, вся история, что было сделано, кем было написано, какой хейт был написан, какая жалоба была написана. Я думаю, что вы все поняли. Поняли, Саманта? Танюша? Меня просто Саманта бьет. Танюша поняла. Мама, дашь сосю, пожалуйста? И еще хочется добавить, чтобы было еще понятно, почему мы не могли поехать в Армению заранее. А сосю нету? И только это уже. Это тоже кушает. Она сейчас это Она выкинет. выкинула, зайчик. Сейчас мне это что тоже делать? 5 секунд Я выкинет. поэтому начала психовать. У меня ничего уже нету. Так надо было сказать. Ни молочка, ни хлебушка. Почему мы заранее не поехали в Армению? Потому что я был на курсах немецкого языка, а когда ты учишься на курсах немецкого языка, у тебя не бывает такое, что можно сказать, там у меня дела, я должен поехать в Армению или что-то похожее. Поправь ей ручку. Все, ладно, идем домой уже закончим. Давай. Что ты устроила? Ты хочешь, чтобы с тобой играли? Никаких серьезных записей, да? Я не разрешаю вам говорить на такие серьезные темы. Я девочка-весельчак. Я должна смеяться и играть. Просто идет и жалуется папа. Итак, продолжение у нас только сейчас, потому что вчера не сложилось. Ты кто проснулась? Это что за принцесска проснулась? Ой-ой-ой, что я делаю? Мам, подожди, нужно сразу свет включить. Подожди, сразу надо свет включить. Папа, надо было дать мне, она так в кроватке стоит, прыгает, так просится, чтобы вот так, да, чтобы папа взял, такую радость показать. Тетя, носочек где? Один, а второй? И второго нет, я ее реально ложила в носочках. Ты что, поснимала носочки? Это для нее самое большое счастье, когда она проснулась, зовет, и папочка сразу бежит и ее берет на ручки. И такие делает ей разные обнимашки, целовашки. Да, мам, я такая хорошая. А я, скажи, ищу, что бы мне сделать. Что там уже? Так, покажите, что произошло нового в квартире. Такие носенькие. Моя улыбаска. Такая счастливая, Зай, ты не представляешь. Где? Да. Там. Да. Папа, покажи цветы. Пошли цветы. Саманта. А-а-а. Цветочки. Какие классные. Мам, что ты там готовишь? Я слышу что-то на плите. И цветочки хочу смотреть. Такая смешная, я не могу с этой девочки. Давай, потрогай. Да. Ой. Эти носки, посмотрите, какие вкусные там стоят. Ой. Я уже сама стою. Пап, я не ожидала, что я проснусь, и ты мне сразу дашь трогать цветочки. Ладно, солнышко, тут дует, пошли в ту комнату. Ой, там еще и мамин коврик. Ой, это тоже так интересно. Я вчера проснулась, тут мамин коврик был разложен, и я, скажи, так бежала на него. Хочу йогу делать. Да. Я с мамой буду, как-то мама вам заснимет, как она мне помогает делать йогу, зарядочку, какая она у меня вообще умница, помощница, спортсменка. Пап, пусти меня на коврик, пап.
Ладно, друзья, давайте сейчас быстренько приготовим Саманте еду и закончим все-таки нашу историю, наш рассказ. Кушать. Давай, зайка. Кушать. Идем, готов есть. Нам не страшен серый волк. Продолжаем наш рассказ. На чем мы остановились, я уже не помню. В общем, я вам уже включил полностью, можно сказать, не полностью, очень большую часть комментариев, которые хотели, чтобы вы видели. И вы, наверное, поняли, что все-таки это была жалоба. Это не наша бурная фантазия. И там есть, конечно же, очень плохие комментарии, которые мы вам не собираемся показать. И я не понимаю даже, почему вот люди такие плохие комментарии иногда пишут, какое удовольствие они получают. Я не все комментарии, конечно, читаю, но вчера, когда я делал вот это все, я прочитал множество вот этих плохих. Плохие вообще не читали, я имею в виду, но прочитал, и я был просто очень сильно удивлен и разочарован в то же самое время. Понимаете, люди пишут маты, там, оскорбления, переходят на такие личности, что, ну, как бы вообще не касается никогда никого. Ну, хотят обидеть, в общем. Очень нехорошие есть люди. В нашем слова, мире. Да, в нашем мире. Ладно, вы это уже сами знаете, сами понимаете, дело не в этом. Дело в том, что даже иногда, когда мы разговариваем с людьми, что мы делаем в YouTube, и они там спрашивают, что мы снимаем, мы говорим, что у нас там семейный формат, и когда, может, чуть-чуть больше разговариваем, они удивляются, что у нас есть хейт, они удивляются, как, типа, ваш формат, то, что, в принципе, не может быть никакого хейта, у вас есть хейтеры, и очень многие удивляются. Я тоже очень сильно удивился, когда понял, что у нас тоже будет хейта, хотя я не сомневался в этом. Но аж до того, конечно же, был очень сильно удивлен. Вот есть такая у нас там папочка, это комментарий, который YouTube не пропускает в все общие обозрения, то есть зрители это не видят, а мы туда можем зайти, посмотреть, нажать, там они есть опубликованы, это те все, что видите вы и мы. Это называется сообщения, которые на проверке. Да, и есть типа папочка на проверке, мы туда можем зайти и почитать, что там пишут. И там просто, ну, дичь какая-то. И Якуб вчера туда зашел, он туда вообще не заходил. Он говорит, ты реально, это у нас вот такие есть. То есть, а их вам вообще не видно, потому что, ну, они туда сразу в блог, типа, их сам YouTube кидает. Они там такие... есть определенный набор слов, если вы там, например, напишите, ну, то же самое оскорбление. Если какое-то оскорбительное слово напишите, оно сразу идет в эту отдельную папку, которая называется «На проверке». И YouTube она не пропускает, пока мы не разрешим. А мы, конечно же, ну, одобрим, разрешим то же самое. А мы, ну, в нашем случае этим занимаюсь я, а я туда даже не захожу, и никто даже не одабривает. Никто даже не видел, я себя имею в виду. Ладно, был очень сильно расстроен, дело не в этом. Дело в том, что у нас сейчас реально все хорошо. Мы зарегистрировали уже так называемый ИП. Это самозанятые мы будем называться. Чтобы наши зрители вот эти были спокойны, мы работаем, люди. Это наша работа. Мы в данный момент, то, что делаем сейчас, записываем для вас видео, это называется работа. Если вы думаете, что это не работа, возьмите, пожалуйста, у вас по-любому есть телефон, через что вы смотрите нас. Возьмите этот же телефон, поставьте перед собой, как мы делаем, и попробуйте что-то записать. И после того, как вы что-то запишете, выложите в интернет, в YouTube, в Instagram, не знаю, куда хотите, и посмотрите, какое количество у вас просмотров будет, что люди о вас будут писать, вам будет писать. И поймете, что это работа, это не игры какие-то. Для многих это кажется, что игры. Особенно кто не пробовал. Это вот критикуют и обижают и оскорбляют только те, кто этого не делал. У нас очень много
мы получаем поддержки от тех людей, которые, ну вот, например, пишут плохой коммент, какие-то вот эти, типа, злобные комментаторы, и нормальные люди пишут: вы попробуйте это сделать. Я имела там 1, 2, 3 человек это пишет. Я имела тоже работу с видеосъемкой, и я знаю, сколько это труда, сколько это сил, сколько это времени и занимает, и насколько это изначально неблагодарный труд. Это не так, как ты пошел на работу, ты отработал день или месяц, ты получил деньги, и ты сразу же за них живешь. Это вообще другой труд. Мы уже ведем канал 3 года, чтобы вы понимали. Это не такая работа, что ты пришел с работы в 6 вечера, и вечером ты отдыхаешь, у тебя есть время для отдыха. Нет, мы монтируем ночами. Мы очень много пересматриваем, переделываем. Короче, это такой изначально неблагодарный труд, но кто это выбирает, он к этому готов. Допустим, нам это нравится. Я вам честно скажу, я когда-то, еще давным-давно, когда мы ходили на физические работы, и уже мы были вместе с Акопчиком уже много лет, я всегда мечтала, чтобы у нас какая-то была такая совместная семейная работа, семейный бизнес, чтобы мы что-то делали вместе. Мы, конечно же, мечтали о детях, и я вот себе там что-то визуализировала, чтобы это было обязательно с детьми связано, чтобы... Давай, Дудь. Вы понимаете, да, что Танюшка очень любит болтать, она может очень много рассказать о том, что она любит, но не даст мне рассказать. Мы же совместный бизнес у нас. Не даст мне рассказать, что я хотел. Многие из вас еще пишут, что я не даю Танюшке разговаривать, рассказывать. Вот, вы ошибаетесь. Пишите. Вы ошибаетесь, это она не дает мне рассказать. Я сейчас уже забыл, о чем я говорил. Просто мысли улетели. Я тебе помогали всегда и во всем. Я твое послание Божье, понимаешь, я помощник твой. Ты говорил, что мы открыли ИП, мы самозанятые. Продолжай по поводу документов. У нас теперь считается ситуация как самозанятые, и дорогие зрители, которые очень были обеспокоены, работаем ли мы. Да, мы работаем, это наша полноценная работа. Может, для многих это не считается как работа, но я вам заявляю официально, что это работа. И так как мы создали статус самозанятого, и государство разрешило это сделать, это значит, что это официальная работа. Понимаете, да? То есть сейчас такой век, что работа не делится такое, что идешь на фабрику или идешь на завод и делаешь какой-то физический труд. Работу можно делать в нашем случае из любой точки мира, любое время года, любой там час время суток. У нас официальная работа, друзья, дорогие друзья. Можете быть спокойны, можете быть счастливы, можете те, которые написали вот эти жалобы, погрустить. Но мы всем вам в буквальном смысле желаем счастья, желаем здоровья, желаем, чтобы у вас было много денег, чтобы вы были просто одним словом счастливые. От этого очень многое зависит. А когда вы счастливы, вы, наверное, пишете хорошие комментарии и наслаждайтесь тем, что вы смотрите, а не смотрите и завидуете или там что-то плохое думаете в своей голове. Постарайтесь жить на позитиве, как я уже говорил неоднократно, вам будет гораздо проще и жизнь просто будет лучше. Плюс ко всему к этому вы будьте здоровы. А у нас есть Саманточка, есть Саманточкина мамочка, которая не даст нам поскучать, заскучать, устроить там веселье, настроение и новые задания придумает, ежедневные. Если вдруг я пойму, что я не справляюсь, поверьте, у меня есть кому об этом подумать. Я не справляюсь, и когда ты очень свободен, когда и я очень вижу, справляешься. что ты свободен, я тебе придумаю что-то, чтобы ты не скучала. Я же забочусь о тебе. А теперь я вам от себя скажу, дорогие комментаторы, которые своими вот этими плохими комментами, назовем их так, чтобы никого не обидеть, которые пытались сделать нам хуже, может быть, как-то обидеть нас, нашу семью, нагадить, не знаю, сделать нам плохо, что Пакости. Пакости, да, напакостить нам, чтобы, не знаю, мы уехали отсюда, чтобы там кто-то что-то узнал. В общем, я вам тоже от себя, от всей нашей семьи хочу сказать, что
старайтесь дальше, вы нам очень помогаете, это раз, вы нас мотивируете все равно снимать больше, лучше, знаете, есть такое сочетание слов на зло врагам, на радость детям. Я вас уверяю, мы будем снимать дальше, снимать больше, мы будем дальше радоваться жизни, мы будем дальше кайфовать, путешествовать, рожать прекрасных деток. Ну, а вам что? Вам совет? Араш, що таке? Бери бантик. Дай мамі говорити. Говорит, мама уже все заканчивает. А вам совет, вместо того, чтобы смотреть то, что вам не нравится, вот вы там пишете просто, ну, такое, что у меня в голове иногда не вкладывается. И я вот вообще никогда не понимала, как можно тратить свою драгоценную жизнь на то, что тебе не мило, на то, что тебе не хочется. Вот, ну, просто мне этого не понять. Мне, если не нравится, я 3 секунды не посмотрю, потому что мне так жалко своего времени. Я сразу перелистну, я сразу закрою эту книжку, я сразу выйду из этого помещения, где мне нехорошо, где мне там что-то неприятно. А вы сидите, вы смотрите каждое наше видео. Вот это хейтерье, они реально комментируют каждое видео. Вы представляете, вот люди насколько себя не любят, не ценят свою жизнь, себя как человека, не уважают, вот не знаю, мне этого не понять, просто никогда этого не пойму. Они тратят на это массу времени, чтобы сидеть, писать нам вот такие письма, мемуары, и это ж надо было, чтобы Заканчивай, хватит, чтобы в все эти уже организации написать. Спасибо, друзья! Вы были на канале Сириканян Family. Это Танюшка, она может еще много говорить об этом. Это Акоп, который не так много говорит об этом. И это Саманта. Все, пока, Вы друзья, видели, он увидимся. ей не дал договорить. Пока. А я вернусь, понятно? Я вернусь и договорю вам.